Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я хочу вам представить свой топ-10 смартфонов, предназначенных для игр. Понятно, что в любой смарт, который бы вы не купили, вы сможете играть сейчас в игры даже за $100. Единственное, там Genshin Impact нужно будет на ультра низких использовать, либо если вы там за $60 решите купить смартфон, вы не сможете играть в PUBG, сможете играть в PUBG Lite, но по большому счету все смарты дороже $200. Допустим, тот же Realme Q5, это вообще уже монстр. 250 Realme Q5 Pro, то же самое, цвет, блеск, красота, они могут справляться с любыми играми. Но мы сейчас говорим о мобильном гейминге, и в топе будут только устройства, в которые не просто приятно играть, а которые всеми способами и средствами делают игры комфортными для игроков. Это сенсоры, работа, допустим, сенсоров через чехол, как у Realme GT Master Explorer Edition 2, либо механические триггеры, как мне нравятся в большинстве смартфонов от Xiaomi, Poco, либо Black Shark. Будет все. Все это я тестировал в течение этого года. Все показало себя более чем прилично. И сегодня, если вы смотрите в первый же день, идет распродажа на Али. Ну, в принципе, в конце ноября будет и в декабре, всегда где-то их можно урвать довольно дешево. Почему? Потому что конкуренция бешеная, производителей бешеное количество. Единственное, в топе не будет брендов третьего эшелона. Почему? Все очень просто. Потому что игры — это быстрое убийство батареи, это быстрое уничтожение AMOLED-экрана, выгорание. Если, допустим, это Asus какие-нибудь, то там есть технологии прямой зарядки, чтобы у вас не умирал аккумулятор, вы могли спокойно на питании играть нон-стопом. И если вы из тех, опять же, кто считает, что игры для смартфонов в принципе не существует, топ точно не для вас. Всем остальным, напоминаю, меня зовут Саня, это канал Польза.нет. Нас больше 80 тысяч в телеграм-канале скидок по ссылке в описании. В телеграме-канале взаимопомощи почти 14 тысяч человек. Еще есть Пользаграм, где мы делимся фото и видео новых девайсов. Разумеется, это смартфоны. Всем девайсам в топе от меня лично да. Спасибо за просмотр заранее. Всем, кто оставит комментарии, огромное спасибо за поддержку проекта. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия других конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Самое интересное, повторяюсь, это в прикрепе мой телеграм-канал со скидками и телеграм-канал взаимопомощи. Поэтому подписываемся. Примеры камер, тесты и все подобное в данном топе будет отсутствовать, но вы всегда можете посмотреть отдельные обзоры на каждый из этих смартфонов, перейдя по ссылке в описании. Там, разумеется, будут ссылки на покупку у нас, ссылки на покупку на Али и, разумеется, будут ссылки на сами обзоры. В обзорах будут примеры камер, под обзорами мнения людей, которые уже купили эти смартфоны, поэтому читаем обязательно комментарии. Начнем топ. 10 место занимает Lenovo Legion Savia Y90. Да, в моем понимании Lenovo, Motorola и же с ними это все третий эшелон, но учитывая армию фанатов конкретно этой модели, которую я в принципе понимаю, потому что за эти деньги подобного на рынке нет, я все-таки включаю в топ данный смарт, и вот почему. Он имеет стандартный комплект поставки, из интересного в него входит довольно приличный блок питания на 68 Вт, кабель для зарядки, чехол и пленка. Смартфон весит 258 граммов, размеры 177 на 78 на 11,4 мм. Особенность данного игрового смарта — это встроенный кулер. Поставляется смарт в черной, серой, белой и красной расцветке. На корпусе расположили разъем USB Type-C версии 2.0 и боковой разъем USB Type-C версии 3.1 Gen 2. 4 микрофона, 2 стереодинамика, один из которых выступает еще и в роли разговорного. Далее есть прорезиненный слот только на 2 сим-карты без возможности запихать microSD. Вот такая вот печаль. Мини-джек и К-порт отсутствуют. Это фейл. RGB подсветка в наличии. В смартфоне встроена система охлаждения с испарительной камерой с 2 вентиляторами. Также есть 2 сенсорные области, которые выполняют функцию триггеров. В общем количестве всего 6 областей нажатия. Y90 оснащен дисплеем на 6,92 дюйма AMOLED E4 экраном с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 388 ppi, пиковая яркость 1300 нит, частота обновления экрана максимум 144 Гц, а на выбор также есть еще 120, 90 и 60 Гц и автогерцовка. Тач на 720 Гц, задержка касания 3,4 миллисекунды, DC-диминг на борту. Показатели шима отличные, даже без DC-диминга. Мультитач, разумеется, есть, и
экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Верхняя рамка и подбородок симметричные, но это не делает их незаметными. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс ZUI 13 на базе MIUI 13 и Android 12 версии. Google сервисы просто так не накатить, нужно устанавливать Google Frameworks. И это единственный, наверное, из игровых смартов, с которым я прям в прямом смысле намучился для того, чтобы на нем запустить Google сервисы. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 12, 16 и 18 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 и 512. Вдобавок в комплектации с 512 идет еще и дополнительный SSD на 128 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, для 4G есть 7 и 20 бенд, они на борту, двойной вибромоторчик хороший, тактильно приятный, но настроить силу вибрации нельзя. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, за что спасибо, емкость аккумулятора 5600 мАч. PC-Mark выдал скромные 7 часов 20 минут и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 68 Вт и безопасную зарядку во время игры, минуя аккумулятор. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания за 40 минут. За 2 часа игры в Diablo Immortal с одновременным стримингом улетело у меня 46% заряда. Смартфон неплохо нагревается, играть было в целом можно, но изредка проскакивали фризы. Genshin Impact без одновременного стриминга дается ему без проблем. Вантуту выдал 1 миллион 29 тысяч попугаев. Storage тест показал отличные 76 909 баллов. Далее основной модуль на 64 мегапикселя, широкоугольный на 13 с углом обзора в 120 градусов. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS. Для многих оно бесполезно, по мне лучше будет. 4К 60 FPS также на борту. Цифровая стабилизация на борту, оптического стаба не завезли. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Вырез под камеру минимальный. Максимальное разрешение видео для съемки у фронталки 1080p 60 FPS. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека. Система охлаждения, которая, по моему мнению, хороша, если просто играть в игры, но, как по мне, она может быстро прийти в негодность. Как многие даже фанаты говорят, ну ничего, раз в полгода будете носить на обслуживание, на разборку смартфон и все. Я так не считаю. По итогу смартфон интересный и заточен для игр. Как по мне, данная модель довольно специфическая из-за кулера. И это нужно учесть при покупке, так как легче просто докинуть к игровому смарту дополнительно кулер. Он будет и меньше, использовать его будет намного проще. А на вопрос, почему я не советую кулеры, еще раз посмотрите на первый эшелон. Так как у них кулеров нет, значит все-таки есть проблема с этими смартфонами. А у первого эшелона есть еще и гарантия на смарты. И то, что они туда их не ставят и не планируют, не от своей глупости. На 9-м месте моего топа красуется Xiaomi Redmi K50 Ultra или Extreme Edition. В комплекте со смартфоном мы имеем силиконовый чехол, пленку, блок питания на хорошие 120 Вт, слот на 2 сим-карты, а карту памяти запихать туда тоже нельзя. Смартфон весит 207 граммов, а габариты его следующие: 163 на 76 на 10,7 мм. В стоке нет русского языка, что для Xiaomi стандартно, спасибо, хоть английский язык есть. У меня на руках версия коллаборация с Mercedes. Помимо этого варианта есть еще 3 варианта расцветки: это черный, серый и синий. На корпусе расположили разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что, конечно, фейл. Далее есть микрофоны, 2 основных динамика, 1 разговорный, звучание здесь, разумеется, стерео, и К-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. Смартфон оснащен дисплеем OLED на 6,67 дюйма с нестандартным разрешением 2712 на 1220 пикселей, 1,5К. Плотность пикселей 446 ppi, что отлично. Пиковая яркость 1200 нит, частота обновления экрана максимум 120 Гц, а также на выбор есть еще автогерцовка. Тач на 480 Гц не космос, показатели шима хорошие. Мультитач на борту, экран, разумеется, берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном и распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Графический процессор Adreno 730. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 и 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей. Для 4G бенды 7 на борту, а вот 20 нет. При этом сеть мобильную ловит смартфон хорошо. Вибромоторчик отличный и тактильно приятный. Bluetooth версии 5.2, хотелось бы, правда, 5.3, NFC поддерживается. Далее емкость аккумулятора 5000 мАч. PC-Mark выдал 6 часов 59 минут, почти 7 часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 120 Вт. Заряжается он с 0 до сотки за 21 минуту, что довольно быстро. В PUBG уходит в среднем, внимание,
только 16% заряда, в Genshin Impact в среднем 19%. Играть можно комфортно, как по мне, в играх он показывает себя отлично. Даже на максимальных настройках графики Smart справляется на ура. В Antutu выдает 1 миллион 70 тысяч попугаев, Storage тест показал хорошие 74 тысячи. Далее основной сенсор Samsung на 108 мегапикселей со светосилой f1.6 и даже оптической стабилизации. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, а макромодуль на 2. Цифровая стабилизация также на борту, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS для основного модуля. Фронтальный же сенсор от Sony на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет триггеров. Данный смартфон отличный выбор, если вам не важно наличие подсветки, но хочется иметь смартфон с привлекательным дизайном, хорошей оптимизацией, который великолепно справляется с тяжелыми играми, а также имеет достойную видео и фотосъемку. Но помним, что глобалки у него нет. Если она какая-то появилась, напишите мне. Он пока только в китайской версии, и не хватает одного бенда. В целом, смарт мне понравился, интересный. На 8-м месте моего топа красуется никто иной, как Asus ROG Phone 5s, потому что он сейчас довольно выгоден по стоимости. Его реально приобрести до 30-ки во время сейла. Надеюсь, вам повезет, если вы его выбрали, потому что все-таки это Asus. Поставляется данный смарт с запасными заглушками, тканевым кабелем USB Type-C, блоком питания на 65 Вт, пластиковым чехлом и наклейками. Слот на 2 сим-карты, а карту памяти запихать нельзя. Весит 5s 242 грамма, это прилично. Габариты следующие: 172 на 77 на 11,7 мм. Приобрести данный девайс можно в черном и белом цвете. На корпусе расположили разъем USB Type-C, сбоку и разъем USB Type-C версии 2.0 внизу. Первый Type-C-шник версии 3.1, это круто. Коннекторы для подключения кулера, 4 микрофона, один из которых направленный для съемки, что плюс, высококачественную аудиосистему Game FX из 2 стереодинамик, созданную в сотрудничестве с фирмой Dirac. Разъем мини-джек на 3,5 мм на борту, и установлен еще ЦАП ESS 9280 AC Pro. Далее ИК-порта не завезли, на тыльной части расположили стандартную подсветку Aura в виде точечного логотипа ROG. Также есть система управления с помощью ультразвуковых сенсоров с поддержкой двойных жестов, а также жестов управления. С фронтальной части нас встречает Samsung AMOLED дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2448 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 380 ppi, что, как по мне, слегка маловато. Пиковая яркость 1200 нит, частота обновления экрана максимум 144 Гц, на выбор также есть автогерцовка 60 и 120 Гц. Тач на 360 Гц, время отклика экрана 1 миллисекунда, латентность при обработке касания 24 миллисекунды. DC-диминг в наличии, но он работает только при 60 Гц, так что считайте, его нет. Показатели шима очень хорошие для подобного экрана, даже без DC-диминга. Мультитач на борту, экран берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки 5G, графический процессор Adreno 660, интерфейс на базе Android 12 версии. Также имеется ROG Gaming X Mode, оперативная память последняя LPDDR5 на выбор 8, 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память быстрая UFS 3.1 на 128 или 256 гигабайт. Разумеется, 256 гигабайт мало для игрового смартфона, но вот так, ко всему, без возможности еще вставить microSD. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, которые не всем нужны. Для 4G 7 бенд на борту, как и 20. Вибромоторчик с тактильно приятной отдачей, но не топовый. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается. Емкость аккумулятора 6000 мАч. В PC-марке выдал он средний результат в 7 часов 27 минут, и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, а также прямое питание от электросети во время игры. Заряжается он от 0 до сотки за 44 минуты. PUBG New State за 1 час уходит 21% заряда, за час игры в Genshin Impact улетает 23% заряда. Яркость в играх он не понижал, что хорошо. Играть комфортно, фризы проскакивали только в Genshin Impact, и то редко. В целом, учитывая различные функции, триггеры и тому подобное, в игры играть на нем очень удобно. В Antutu выдал результат в 706 тысяч попугаев, Storage тест показал 61 тысячу. Основной сенсор Sony IMX686 на 64 мегапикселя. Ультраширик на 13 мегапикселей с углом обзора в 125 градусов и макромодуль на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, и, разумеется, есть еще 4К 60 FPS. Оптической стабилизации нет, но есть трехосная электронная стабилизация. Фронтальный сенсор на 24 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS, что неплохо. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD,
microSD, мало внутренней памяти, смартфон неплохо так греется, расход заряда в играх неравномерный. Отмечу, что данный смарт, как и ROG-фоны, которые у меня были на руках, радует своей оболочкой, всеми возможными настройками для игр, удобной системой управления с помощью триггеров. Asus делают вообще просто отличные игровые смарты. Опять же, это мое мнение, еще и учитывая, какие у них на данный момент аксессуары под них, включая, кстати, беспроводные наушники, которые хоть космос стоят, но они тоже ни на что не похожи. Asus молодцы. На 7-м месте моего топа, разумеется, наш любимый OnePlus Ace Racing Edition. В комплекте мы имеем блок питания на 67 Вт, чехол и пленку. И, к слову, это самый дешевый игровой смарт по мне в топе. Почему по мне? Ну, вы сейчас поймете. Здесь нет определенных вещей, например, у него нет триггеров. Но он волшебно в играх себя ведет, поэтому он здесь. Весит смартфон 207 граммов, габариты 164 на 76 на 11,4 мм. Слот только под 2 сим-карты, карту памяти не запихать. Приобрести же данный девайс в серой можно и голубой расцветке. На корпусе расположили разъем, к сожалению, USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, потому что это среднеценовой сегмент. 2 микрофона, динамики, один основной, один разговорный, звучание здесь стерео. Мини-джек на борту, а ЭК-порта не завезли. Ace Racing Edition оснащен IPS-экраном на 6,59 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+. Плотность пикселей 405 ppi, что очень даже хорошо, пиковая яркость 600 нит. Частота обновления экрана максимум адаптивная 120 Гц, а на выбор также есть еще 60 Гц, тач здесь на 240 Гц, мультитач на борту, разумеется, на 10 касаний. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, вот такой вот супер эконом, и распознавание лица. Процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, графический процессор Mali 610 MC6. Интерфейс ColorOS версии 12.1 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя же память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, а для 4G есть 7 бенд, 20-го нет. Вибромоторчик с поддержкой технологии O-Haptics приятный, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Bluetooth последней версии 5.3, смартфон также оснащен модулем NFC, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке устройство выдало результат в 9 часов 44 минуты, осталось еще 20%. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 45 минут. За час игры в Genshin Impact улетает 19% на средних настройках графики. Играть более чем комфортно, даже если выставить максимальные настройки графики. Смартфон очень хорошо оптимизирован, что позволяет ему держать баланс между производительностью и расходом заряда аккумулятора. В Antutu он выдал результат отличный, в 792 тысячи попугаев. Storage тест показал нерадужные для такой начинки 60 тысяч, но неплохо. Далее основной широкоугольный сенсор на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 с углом обзора в 119 градусов и макро здесь с затычкой на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К, к сожалению, только 30 FPS. Цифровая стабилизация на борту, а автостаба, разумеется, не завезли. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится в левом верхнем углу экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: хотелось бы полноценный слот, иногда недостаточно яркости экрана, нет 20 бенда, нет 60 FPS для основной камеры и цифровая стабилизация работает только при 1080p 60 FPS. OnePlus Ace Racing Edition показал себя просто великолепно в играх, несмотря на столь низкую цену. Это единственный смартфон, который не вылетал и не грелся, притом стоимость у него минимальная. То есть его реально сейчас приобрести на сейле за 18 тысяч. Неплохой такой минус, что глобалки по факту не будет. Может быть, и есть что-то из аналогов, напишите, пожалуйста. Но я, допустим, не знаю. А так, за свой ценник, цвет, блеск, красота. На 6-м месте моего топа Xiaomi Black Shark 5 Pro, что неудивительно. Дорогой он, правда, только. Только на сейлах можно ловить, и то слишком мало отличия от 5-го Shark, но об этом я расскажу. Он поставляется с блоком питания на 120 Вт, чехлом и пленкой. Весит смартфон внушительные 227 граммов. Габариты следующие: 164 на 76 на 12,1 мм. Слот на 2 сим-карты. Приобрести данный смарт можно в белой и черной расцветке. На корпусе же расположен только один разъем USB Type-C версии 2.0, 4 микрофона, 2 основных динамика, один разговорный, звучание здесь стерео, а также звучание в данной модели является топ-1 по версии DxOMark. Качество звука по мне просто шикарное. Я понимаю, что кому-то больше, допустим, у тех же Asus'ов понравится, но мне тоже Black Shark прямо зашел. Для меня это плюс-минус те же тапки, только в профиль. Очень у них все близко по крутому звуку. ИК-порт, как и мини-джек, отсутствует, что является минусом. Подсветка в наличии, как и 2 магнитных всплывающих триггера. Black Shark 5 Pro оснащен OLED-экраном с разрешением 2400 на 1080 пикселей на 6,7
6,6 дюйма. Плотность пикселей 394 ppi, что практически идеально. Пиковая яркость 1300 нит, за глаза вам хватит. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, на выбор также есть 60, 90 и автогерцовка. Тач на 720 Гц. Также смартфон оснащен двухзонной системой 3D Touch. DC-димминг вшит. Показатели шима средний, шим достигает 30%. Мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Joy UI на базе MIUI 13 версии, Android 12 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память здесь же шустрая, UFS 3.1 на выбор 128 и 256, чего маловато для игрового смарта. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual Mode 5G, для 4G бенды 7 и 20 на борту, линейный двигатель по оси X, не скажу, что топовый, но хороший, и настроить можно только уровень тактильного отклика. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается, MirPay встает, оплачиваем. Напоминаю, что GPS-тесты стандартные для всех смартфонов есть в роликах, и, разумеется, у всего от Qualcomm у нас до 3 метров, все от МТК до 1 метра. Емкость аккумулятора 4650 мАч, в PC-марке выдал скромные 6 часов 5 минут, и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает Hypercharge на 120 Вт, заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания с включенной функцией быстрой зарядки, внимание, за 17 минут. Монстр, правда? За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 21% заряда, яркость смартфон не понижал, и нагрев был незначительный. В Diablo Immortal Smart показал хороший результат в плане стабильности. Картинка в играх плавная, без подвисаний. В Antutu выдал 1 миллион 23 тысячи попугаев. Storage тест показал отличные 76 тысяч. Далее основной модуль на 108 мегапикселей, с широкоугольный на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, цифровая стабилизация на борту, а оптостабилизатора не завезли. Фронтальный модуль на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, вырез под камеру минимальный, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, показатели шима не радужные, но и не совсем плохие, старенькая версия Type-C-шного разъема, а так хотелось бы 2 разъема USB Type-C, как у многих других флагманских игровых смартфонов. Smart однозначно имеет топовое звучание, хорошую оптимизацию, быструю зарядку, что является большим преимуществом. Минус основной у него — это стандартно, как и у Asus'ов топовых, это цена. Дорогой он. Нужно ловить сейлы, при том, что все равно Black Shark 5 Pro не настолько лучше Black Shark 5, чтобы можно было бежать за ним с воплем «я хочу игровой смарт» и именно на топовом процессоре. По большому счету вы потратите на 35% дешевле, если купите Black Shark 5, и получите очень близкий по качеству и внешнему виду аппарат. Переходим к 5-му месту. На 5-м месте моего топа красуется Xiaomi Poco F4 GT с поддержкой 5G. На что он похож, догадываетесь? Думаю, да. Комплект поставки хороший. Блок питания на 120 Вт, чехол, пленка и переходник с мини-джека на Type-C. Слот неудивительно, но только на 2 сим-карты, без всяких карт памяти. Вес 223 грамма, размеры 162 на 77 на 10,7 мм. Смартфон поставляется в желтой расцветке, помимо этого варианта, разумеется, есть еще черная и серая. На корпусе расположили разъем USB Type-C версии 2.0, 3 микрофона, 4 динамика, звучание здесь, разумеется, стерео, порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует, поэтому и переходник в комплекте. В блоке камер расположили RGB подсветку, конечно же, есть 2 механических магнитных триггера. Poco F4 GT оснащен дисплеем AMOLED на 6,67 дюйма, DOT-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей, наш любимый Full HD+. Плотность пикселей 395 ppi, более чем. Высокая яркость 800 нит, но не мега-топ. Частота обновления экрана 120 Гц. На выбор также есть автогерцовка и 60 Гц. Тач на честные 480 Гц. Показатели шима хорошие, выше 20% он не поднимается. Мультитач, разумеется, берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 7-го поколения от Qualcomm, графический процессор Adreno 730, интерфейс стандартно MIUI 13 Global и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1. И здесь доступна на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi высокоскоростного 6E, это прям супер-мега топ. Установлен также модем 5G Snapdragon X65. 5G может работать одновременно с 2 сим-карт. Все для игроков. Для 4G бенды 7 и 20 на борту. Вибромоторчик по оси Cyber Engine топовый. Он мне очень понравился.
но настроить можно только уровень тактильного отклика. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается. Емкость аккумулятора 4700 мАч. PC-Mark выдал очень скромные 6 часов 21 минуту и осталось еще 20%. Смарт поддерживает Hypercharge на 120 Вт, заряжается от 0 до сотки за 25 минут. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 29% заряда, что, конечно, многовато. Подвисания изредка проскакивают и играть не совсем комфортно. После 10 минут непрерывной игры смартфон оптимизируется, играть можно без проблем. По всей видимости, ему нужен был разгон. Яркость смартфон в играх не понижает, что хорошо. В более легкие игры играть комфортно, к примеру, в танке, PUBG или Standoff 2. Вантуту выдал 932 тысячи попугаев, Storage тест показал космические 68 897. Далее широкий основной модуль на 64 мегапикселя с сенсором от Sony IMX686, сверхширик на 8 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, цифровая стабилизация на борту. Фронтальный модуль IMX596 на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Вырез под камеру не громадный, максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 60 FPS, неплохо. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет DC-димминга, скромное время автономной работы по тесту PC-Mark, а также в играх он неплохо так просаживает батарею. Напоминаю о всевозможных игровых настройках, приложении для удобной и комфортной игры я подробно рассказываю в отдельных обзорах на эти смарты. Все ссылки на отдельные обзоры в описании. Они у меня бывают и по 40 минут, поэтому давайте не будем друг друга мучить и создавать топ на 3-4 часа, правда? Возвращаемся к Poco F4 GT. Данный смарт по всем моментам отличный, так как он хорошо оптимизирован, имеет отличную оболочку, хотя мне MIUI не особо импонирует. Также есть триггеры, хороший экран, ко всему этому он еще снимает отлично, но советую его покупать, если вы действительно играете в игры на смартфоне, так как в повседневном использовании он будет не совсем комфортным из-за габаритов и веса, и плюс, почему так низко он в моем топе, все-таки со стабильностью у людей проблемы. Греется он, очень сильно греется, вопреки всему, несмотря ни на что. На четвертом месте моего топа красуется OnePlus Ace или 10R. Поставляется данный смарт с блоком питания на целых 160 Вт, чехлом и пленкой. Размер устройства 163 на 75 на 10,6 мм, вес скромный 187 граммов. Слот только по 2 сим-карты. Приобрести смартфон можно в черной и зеленой расцветке. На корпусе расположен разъем USB Type-C версии 2.0. К нашему сожалению, никаких 3.1 здесь нет. Два микрофона, динамики, один основной, один разговорный, звучание здесь стерео, мини-джек и капорт отсутствуют. Смартфон оснащен Fluid OLED экраном на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей Full HD+. Плотность пикселей 394 ppi, что близко к моему золотому стандарту в 400 ppi, когда прям все шик, блеск, красота с такими размерами. Для контента более чем достаточно для любого. Яркость 500 нит и при ярком освещении 800 нит он выдает, совсем пиковая 950 нит. В авто на солнце. Не всем хватит, но неплохо. Частота обновления экрана максимум адаптивные 120 Гц, на выбор также есть еще 60 Гц. Показатели шима вообще не подарок, до 80% спокойно поднимаются. Может быть, это дело все исправили с прошивками, но у меня такой информации нет. Если у вас есть, напишите. Мультитач есть, и экран хорошо откликается на 10 касаний одновременно, как и все, в принципе, смартфоны с этого топа. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев и распознавания лица. Процессор MediaTek Dimensity 8120 Max. Ощущаете, что Racing Edition подобный был, правда? Графический процессор Mali G610 MC6. Интерфейс Oxygen OS на базе Android 12 версии, сам версии 12.1. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128-256 гигабайт. Имеется поддержка 6 версии Wi-Fi, поддержка 5G сетей, а для 4G 7 бенд на борту, но не 20. Вибромоторчик неплохой, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика, за что спасибо. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается, емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-Mark устройство выдало результат в 7 часов 28 минут, осталось еще 20%. Заряжается он от 0 до сотки за 22 минуты, за 1 час 30 минут игры в Diablo Immortal и одновременном стриминге на Твиче улетает 32%. Это не супер космос, это смартфон параллельно транслирует и еще играешь в него. Без фризов, хочу отметить, он показал себя очень хорошо и стабильно. Hyperboost для оптимизации смартфона под игры в наличии. С Genshin Impact он справляется также отлично, играть на данном смартфоне очень удобно. Записи стримов на лайв-канале, переходим, смотрим и делаем выводы, потому что вы тогда спокойно сможете его с какими-то топами сравнить, которые не справлялись с данными задачами вообще, хотя стоят некоторые в 2 раза больше. В Antutu он выдал 684 тысячи попугаев, Storage тест показал 55 тысяч. Далее основной сенсор IMX766 на 50 мегапикселей с оптическим
оптической стабилизацией и углом обзора 84,4 градуса. Широкоугольный сенсор IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 119,7 градуса. И макросенсор GC02M1 на 2 мегапикселя с углом обзора 88,8 градуса. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, 60 FPS залочены. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей S5K3P9, находится он по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Минусы: неприятный шум у экрана, не совсем корректная работа датчика приближения, хотелось бы полноценный слот, нет 20-го бенда, нет 60 FPS для основной камеры и стабилизация работает только при 1080p 60 FPS. По итогу данный смарт отличный недорогой выбор для пользователей, которым не нужен именно игровой смартфон, а нужен просто обыкновенный смарт для повседневного использования, но с возможностью играть в любимые игрушки без каких-то проблем. Или играть и стримить. На третьем месте моего топа красуется Realme GT Master Explorer Edition. В комплекте с ним идет блок питания на 100 Вт, чехол и пленка. Слот на 2 сим-карты, весит смартфон 210 граммов, а габариты 161 на 74 на 12,4 мм. Поставляется данный девайс в трех вариантах расцветки. Это темно-зеленая, белая и бежевая. Дизайн данного устройства очень привлекательный, за что плюс. На корпусе расположили разъем USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики, один основной, один разговорный, который также выступает в роли основного, звучания здесь стерео. Мини-джека и К-порта не завезли. Одна из особенностей данного смарта — это сенсорные триггеры, которые никаким образом не обозначены на корпусе. Да и в настройках вкладки с ними нет. Чтобы их настроить, нужно зайти в игру и открыть игровую панель. Смартфон оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+, на 6,7 дюйма. Процессор дисплея Pixelworks X7. Плотность пикселей 393 ppi, пиковая яркость 1500 нит уже. Внимание, да? Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц и 4-ступенчатая автогерцовка. Частота дискретизации касания 360 Гц, а пиковое значение 1000 Гц. DC-димминг в наличии, но его нужно включать в режиме разработчика, поэтому я считаю, что его нет. Показатели шима адекватные только с включенным DC-диммингом. Мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. AI Qualcomm AI Engine 7 поколения. Оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 8 и 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 и 256 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, для 4G сетей 7 и 20 бенды на борту, вибромоторчик тактильно приятный, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика, что удобно. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC модуль есть, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал неплохой результат, 8 часов 20 минут, и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает быструю зарядку GAN на 100 Вт, заряжается она от 0 до сотки за 26 минут, за 2 часа игры в Diablo Immortal и одновременном стриминге на Твиче улетает 47% заряда. Играть можно спокойно, в Genshin Impact смартфон показал себя достойно. На максимальных настройках графики играть можно без лагов. К слову, не забываем про режим GT, так как он неплохо оптимизирует смартфон под игры. И то, что триггеры здесь есть, они сенсорные, работают через чехол, это очень круто. В Antutu устройство выдало 1 миллион 26 тысяч попугаев, Storage тест показал 72 тысячи. Основной сенсор IMX766 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Ультраширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 60 FPS, оптическая стабилизация на борту, цифровая стабилизация также на борту. Фронтальный сенсор Sony IMX471 на 16 мегапикселей, максимальное разрешение у него для съемки 1080p 30 FPS. Стандартно BBK вообще все равно на фронталке. Хотя смартфон топовый. Минусы: старенький разъем USB Type-C версии 2.0, скользкий корпус, если без чехла, хотя выглядит он классно, маленькое разрешение для фронтальной камеры, при одновременном стриминге и игре он не слабо так нагревается. Разумеется, если просто играть в игры, то с охлаждением проблем не будет. Realme GT 2 Master Explorer Edition меня очень сильно впечатлил, так как в совокупности всех плюсов данный смарт просто бомба. Но не забываем, что нет глобальной версии даже Realme GT Master Explorer Edition первой версии. То есть у вас появится на руках, если вы решите покупать Realme GT 2 Master Explorer Edition, китайская версия смартфона, на которую, скорее всего, не будет глобалки. И это несет свои минусы с собой. В первую очередь это оповещение. Вы один раз их настроите, обновите смартфон, вам их надо будет заново настраивать. В общем,
там чуть-чуть надо мозг включать, танцы с бубном, и они вполне возможно вас достанут. А так смартфон волшебный. На второе место я поставил Asus ROG Phone 6. И вот почему. Поставляется данный девайс с скромным блоком питания на 65 Вт, чехлом, пленкой и наклейками. Слот неудивительно только на 2 сим-карты. Вес данного устройства 242 грамма, а габариты 173 на 77 на 10,3 мм. Приобрести его можно в черном и белом цвете. На корпусе расположили разъем USB Type-C версии 3.1 на боку и разъем USB Type-C версии 2.0 внизу. Микрофоны, высококачественную аудиосистему GM-FX из 2 стереодинамиков, мини-джек на борту, за что огромный плюс. Подсветка в наличии, как и система управления AirTrigger 6. В нее входит управление движениями, 2 ультразвуковых сенсорных датчика, которые поддерживают больше жестов, чем в прошлой модели ROG. С фронтальной части нас встречает Samsung AMOLED дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2448 на 1080 пикселей, плотность пикселей 395 ppi, пиковая яркость здесь 1200 нит. Частота обновления экрана максимум 165 Гц, на выбор также есть автогерцовка 90, 60, 120 и 144 Гц. Тач на 720 Гц, задержка касания 24,3 миллисекунды, DC-диминг в наличии, но работает только при 60 Гц обновления экрана. Показатели очень средние, но вполне адекватные для подобного экрана. Мультитач на борту, и экран берет, разумеется, все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G, графический процессор Adreno 730, как и у всех. Интерфейс Android 12 версии, оперативная память LPDDR5, на выбор 12, 16, 18 гигабайт. Внутренняя память быстрая, UFS 3.1, хотя есть уже быстрее, и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка самого быстрого Wi-Fi на данный момент Wi-Fi 6E, поддержка 5G сетей, для 4G 7 бенд на борту, а 20 нет. Bluetooth версии 5.2 NFC поддерживается. Емкость аккумулятора 6000 мАч, в PC-марке выдал хороший результат. В 9 часов 6 минут и осталось еще 20%. Смарт поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, а также прямое питание от электросети во время игры. Заряжается он от 0 до сотки за 46 минут, поедает 50% за 2 часа игры в PUBG New State, за час игры в Genshin Impact улетает 23% заряда на максимальных настройках графики. Играть очень комфортно, фризов нет и яркость смартфон не понижает. В Antutu выбивает 1 миллион 80 тысяч попугаев, Storage Test показывает 67 тысяч. Далее основной широкоугольный сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей, ультраширик на 13 мегапикселей и макромодуль на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS и, разумеется, есть 4К 60 FPS. Оптостаба нет, но есть гироэлектронная стабилизация. Фронтальный модуль на 12 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD. И ценник, опять же, в глобале на Али он стоит немного, особенно на сейлах, а вот у нас в локалке прям очень много. По итогу Asus ROG Phone 6 отличный игровой смарт, но для повседневного использования я бы его не стал использовать. А вот как игровой смартфон это топ. Еще и, повторяюсь, учитывая, какое у Asus количество всяких специализированных аксессуаров. На первом месте у меня Apple iPhone 14 Pro. Да, вам не ослышалось, потому что он лучший для игр, если опять же автояркость включать. Я о нем вам расскажу и попытаюсь вам объяснить в конце мою логику. Комплект поставки минимальный, как все уже знают, а именно кабель и смартфон. Весит смартфон 207 граммов, габариты 147 на 71 на 12,2 мм. Приобрести данную модель можно в черной, белой, золотистой и фиолетовой расцветке. На корпусе же расположили разъем USB Lightning версии 2.0. Это их персональные позоры и их персональный способ заработать много-много денег. Вроде бы будут Type-C-шники вставлять в следующем году, ну посмотрим. Либо они вообще от разъема избавятся и будет только беспроводная зарядка и беспроводная передача данных. Микрофоны также на борту, динамики один основной, один разговорный. Звучание здесь стерео, мини-джека и как порта нет, что неудивительно. Также нет, разумеется, microSD. К слову, слот на одну физическую сим-карту, а активные eSIM можно завести до 2 штук и хранить 8 и более eSIM. Но все зависит от того, откуда у вас смартфон, потому что в разных моделях разные истории. Смартфон оснащен Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 пикселей. Плотность пикселей 460 ppi с таким неплохим запасом. Максимальная яркость 1000 нит, пиковая яркость HDR 1600 нит и пиковая яркость на солнце 2000 нит в режиме автояркости. Скоро глаза будут выплывать у нас от этих яркостей экрана. Частота обновления экрана адаптивная до 120 Гц, показатели шима средние, плохими я их не назову. Разблокировать экран можно при помощи Face ID, сканера отпечатков пальцев нет. Установлен бионический чип A16, также смартфон имеет 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный процессор. Интерфейс iOS 16 версии, оперативная память 6
10 гигабайт уже ощущаете, они добавили двушечку. Внутренняя память 128, 256, 512 и 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, даже не 6E, поддержка 5G сетей. 4G, разумеется, 7 и 20 бенд имеют. Вибромоторчик тактильно приятный, но не настраиваемый. Bluetooth последней версии 5.3, NFC поддерживается, но, как вы понимаете, для нас это не особо актуально, только если наушники Sony подключать. Емкость аккумулятора 3200 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку до 30 Вт, беспроводную до 15. Заряжается от 0 до 100% за 1 час 30 минут. У кого-то больше, у кого 30-ваттные зарядки. У меня родной не было, поэтому у меня было так все долго и плохо. За час игры в New State Mobile улетает 33% заряда. А это опять же на максимальной яркости, максимальной герцовке. Я повторяюсь, что все цифры, которые вы слышите, что смартфон практически не разряжается, относятся исключительно к варианту, когда вы ставите автояркость. В Genshin Impact также смартфон показал себя хорошо, ну и кроме того он сбрасывал яркость, опять же, если вы выставляете максимум. Данное устройство я гонял как мог, запись стримов на лайв-канале есть, и показал он себя в играх довольно хорошо. Единственное, это первый смартфон, и единственный, который я топил, хотя у него есть защита от влаги, он у меня и правда утонул. Пришлось разобрать, откинуть аккумулятор, подключить, в общем, он блокирнулся. Не умер, но все равно неприятно. В Antutu на горячий смартфон со стрима выдал 900 тысяч попугаев, на холодную через сутки только 808 тысяч. Storage-тест показал неплохие 59 831. Далее основной сенсор на 48 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, телефото на 12 с оптической стабилизацией, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, фронтальный сенсор True Deep на 12 мегапикселей с автофокусировкой. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Минусы: сбрасывает яркость в играх, нулевой комплект, огромные рамки у экрана, островок, старая версия Lightning, самопроизвольно греется, а также встречаются подвисания системы. Ко всему добавлю бесполезную для нас связь со спутниками, бесполезные для нас модули NFC, быстрый расход заряда аккумулятора и долгую зарядку. Но почему же он на первом месте? В первую очередь для меня у него прямые грани, во вторую самый мощный смартфон, который имеет по большому счету максимальный запас под все игрушки, какие только есть, в третью очень часто мне в комментариях пишут, что все топовые спортсмены играют, киберспортсмены играют на яблоках. Ну, тут две причины. Первая, разумеется, платят за рекламу, а вторая причина, она же простая. Все, кто не делал какие бы программы или игры, сначала оптимизируют все под iPhone. То есть минимальное количество глюков в тех же играх вы будете получать в яблоке, без разницы в каком. Вы можете со мной поспорить, написать в комментариях, что я не прав, написать, что нет триггеров, еще чего-то. Но мой user experience, если опять же правильно подойти к рабочему процессу, а здесь нужен рабочий процесс, потому что вам при любом раскладе нужно будет привыкать к тому, что триггеров нет, и привыкать к тому, что на максимальной яркости вы играть не сможете. Допустим, у меня по поводу этого пунктик. Но это выбор киберспортсменов. И мой выбор, если играть в автояркость. Опять же, на улице большую яркость экрана не показывает никто, если вы вдруг решите стать киберспортсменом и играть на улице. Просто долго это делать не стоит, иначе яркость сбросится. Можете не согласиться, но для этого как раз я и поставил вне топа идеальный, по моему мнению, смарт за свои деньги. Это Realme Q5 Pro. Поставляется данный смарт с хорошим комплектом, в который входит блок питания на 80 Вт, пленка и чехол. Смарт весит 195 граммов, габариты 163 на 74 на 11 мм, слот на 2 сим-карты, расцветки на выбор черная, белая, оранжевая. На корпусе расположен разъем USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики один основной, один разговорный, а также, которые выступают в роли основного. Звучание здесь, разумеется, стерео. Смарт оснащен AMOLED E4 дисплеем на 6,62 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Плотность пикселей 398 ppi, пиковая яркость 1300 нит. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц автогерцовка. Частота дискретизации касания 720 Гц, мгновенная частота дискретизации касания 1000 Гц. DC-диминг в наличии, но его нужно включать в режиме разработчика. Показатели шима даже без включенного DC-диминга отличные. Мультитач, разумеется, есть, но берет он 10 пальцев не сразу. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 6 и 8 ГБ. Внутренняя память двухканальная UFS
UFS 3.1 на выбор 128 и 256 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей. Для 4G сетей предоставили только 7-й бенд, 20-го не завезли, что, как по мне, фейл. Линейный вибромоторчик по оси X тактильно приятный, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC модуля нет, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке же Smart выдал неплохой результат в 9 часов 28 минут, и осталось еще 20%. Заряжается он от родного адаптера питания на 80 Вт от 0 до сотки за 35 минут. За час игры в Genshin Impact улетает 27% при максимальной графике. Играть можно без проблем. Разумеется, легкие подвисания присутствуют, которые, к слову, не замечаешь после 10 минут непрерывной игры. В легкие игры, к примеру, такие как Standoff 2, играть вообще легко. Вантут выдает он 713 тысяч попугаев, и, как вы понимаете, он вообще тянет любые игры практически на максималках. Storage тест показывает приличные 52 тысячи. Основной модуль здесь, если говорить о камерах, на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 мегапикселей и макромодуль на 2. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Оптостаба не завезли. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится в верхнем правом углу экрана и имеет средние размеры. Максимальное разрешение для съемки видео с фронтального модуля 1080p 30 FPS. Минусы: нет NFC, нет 20-го бенда. Фронтальный модуль не порадовал, что своим разрешением, что съемкой. Данный смартфон хорошо справляется с играми за свою стоимость, играть на нем комфортно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, но я спойлерну, я специально во время сейла выгружаю этот обзор, потому что за 15 тысяч рублей подобного смарта просто нет. Вот он в районе 15 сейчас торгуется, скорее всего уже дешевле, если вы смотрите во время распродажи. А я надеюсь, что я успею его выгрузить до сейла. И если у вас ограниченное количество средств, это идеальный смарт. Вообще я назвал его супер-мега-топом во всех категориях, учитывая, что можно купить до 15-шки. Глобальный его минус, да, то, что это китайская версия. Но русский язык у вас будет, и с остальным разберетесь за эти-то деньги. Не понравится, легко продадите. Резюмирую, все смартфоны из данного топа, по моему мнению, отлично подойдут для игр, но, как всегда, нужно отталкиваться от своих предпочтений и финансов. В данном топе есть, как вы поняли, уже все. И средние бюджетные, и дорогие, и топы, и флагманы, и заточенные чисто под игры, и не только. У меня лидера 2. Понятно, что это Master Explorer Edition 2, и понятно, что это Q5 Pro. Но остальные смарты тоже цвет, блеск, красота, потому что если брать, опять же, игровые смартфоны, я считаю, что венцом творения у всего, учитывая аксессуары, это все смарты от Asus. Если брать суперэконом, который сюда не вошел, а я напишу в описании ссылку на него, потому что описывать 554 смартфона такое себе дело, это Black Shark 5, если вы его приобретете до 25 тысяч рублей. Подписывайтесь в телеграм-канал взаимопомощи, нас там больше 13 тысяч человек. Кто хочет поддержать, подписывайтесь на Boosty, я уже там есть и бесплатная подписка, там я планирую стримить. Подписывайтесь на лайв-канал. Помните, что все могут ошибаться. Я рассказываю вам мнение человека, который покупает смартфоны, тестирует их и потом продает. Если бы у меня была необходимость с каким-то из этих смартфонов ходить постоянно, либо я брал их у кого-то, мнение бы, скорее всего, было бы чуть-чуть другим. Ну а так, все эти смарты классные. Надеюсь, что-то вы из этого выберете. Пишите в комментах, что вы еще хотите увидеть на обзоре. Всем девайсам да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.